Света Ханум очень такая хорошая, прекрасная, такая добрая личность. Я когда с ней познакомилась впервые, мне отправили, получается, видео, как она в кардигане. Ей подарили, кажется. Вот Света Ханум вас ищет. То есть вы побывали со своей коллекцией уже в Италии, в Соединенных Штатах Америки. Везде очень хорошо принимали, прям я очень рада, благодарна за это, потому что ни одна коллекция ни в одной стране просто не осталась без внимания. Все дома моды Айдана Умарова Кутюр — это продвижение казахской культуры и традиций по всему миру. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной телемост, очередной подкаст между Алматой и Сан-Франциско. У нас на связи Айдана Умарова. Айдана является основателем, дизайнером большой своей компании. Она занимается дизайнерской одеждой, а в частности национальной одеждой. Здравствуйте, Айдана. Здравствуйте, сәлеметсіз. Если рассказать о моих проектах, у нас два проекта, два направления. Омобель — это верхняя одежда, более 12 лет. Занимаясь вот в этой компании со своими партнерами, в 2018 году я решила создать вторую линию, потому что мне часто вот снятся какие-то модели одежды, представляю, часто всплывают постоянно картины, и мне хотелось вот это творчество куда-то направить. В 2018 году на рынке посмотрела, не было у нас именно такой одежды, которую хочется на повседневку одевать, но при этом это очень красиво, этническое, этнические мотивы есть. Промониторила, посмотрела в основном на какие-то важные мероприятия, это тоже классно. Но хотелось бы еще именно добавить именно повседневной жизни, чтобы мы гордились именно своей культурой, чтобы это прям отражалось сразу. Потому что одежда — это очень сильный инструмент, который отражает нашу духовность, нашу личность, индивидуальность. То есть через одежду можно просто даже передать какие-то смыслы, нашу историю. Я прониклась этой идеей, начала создавать коллекции. И самое интересное, я вообще не вкладывала в продвижение, сейчас, как говорят, в рекламу, да, вот именно на второе направление. Я просто создавала в течение 2 лет. Клиенты покупали, заказывали из других городов. Потом через 2 года нас пригласили в Милан на показ моды. То есть это просто поступило сообщение, предложение с приглашением в колл-центр, тогда даже не личный номер, в колл-центр. Девочки мне отправили приглашение. Я очень сильно хотела, потому что Милан — это все-таки столица моды. Хотела показать нашу коллекцию, и я активно начала готовиться. Ну, то есть я учитывала предпочтения европейской аудитории и сочетала с нашими казахскими элементами. То есть там цветовая гамма, стили, дизайн одежды. Сіздің неңіздің аты да ерекше, Омобель, да? Бұл қазақ пен ақшта Айдана Умарова Кутюр. Иә, Айдана, өзі Омарова, өзі сұлу, өзі керемет, өзі нәзік, өзі сезімтал, өзі ана, өзі аяулы жар. Керемет дүние, сондықтан мен өте қуанышты болып жатырмын. Керемет, мынау жоғарғы қабаттарда да тоже ерекше брендтер бар екен, көрдім, өте керемет. Мына жақта тігін шеберханасы бар, қанша қызмет жасап жатыр да адам. Осының бәрін енді өзің мынандай болып қаяқтан күш келеді саған. Начала готовиться, но при этом был карантин, 21 год. Я сдала визу, потом начала пока ждать.
начала готовить коллекцию. Визу одобрили только мне одной. Мне одобрили одну визу, потому что мы хотели с супругом поехать, он мне мог помочь, так как сумок очень много. На показы это вот закулисье очень большая работа на самом деле. Готовиться сколько месяцев, там не спать, готовить коллекцию, шить ее. И с 5 сумок я сократила в 3 сумки. Виза вышла день в день. Супруг полетел в Астану, чтобы забрать визу, и то через Астану вышла. Я полетела одна, не спала, и какие-то вот были препятствия. Но когда уже долетела через день, я нашла себе ассистента, который разговаривает на итальянском, потом фотографа, видеографа, и со всей командой мы уже, ходили спокойно. Примерно 40 дизайнеров было. Была также итальянская актриса Гвендолина Гори. Нам сказали, если понравится ей чья-то коллекция, она может выйти в ней и презентовать ее. А это большой плюс для дизайнера, потому что начнут писать в СМИ. Итальянская актриса подошла, выбрала именно мою коллекцию, отметила уже в Инстаграм, что собирается в ней выйти. Ассистентка была очень рада, потому что она ее узнала, так как местная, и сказала, что она очень известная. Она вышла в итоге, даже вышла так, как больше, чем ожидала, потому что она несколько раз вышла, давала интервью, фотографировали, начали писать. И коллекция все-таки очень сильно понравилась, итальянцам, так как заранее готовила. Вот такой формат, в принципе, работаю постоянно, каждый день придумываю новые модели, рождаются, вдохновляюсь. Во многих странах представляли Казахстан. Везде вот свои истории очень интересные, то, что помогает дальше двигаться, вдохновляться. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was missed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the dice. А как они узнали о вас? Почему именно вас пригласили? Они говорили об этом? А я не знаю, нам поступило предложение в колл-центр. То есть мне передали, и это было на английском языке. Я начала переводить. Многие вообще предложения мне поступали либо через колл-центр, либо через Инстаграм. То есть как-то находили. Тут не только моя заслуга, но и заслуга Всевышнего, потому что в первую очередь я делаю свою работу и ставлю намерение. Правильное намерение — делиться, допустим, своим творчеством, продвигать культуру Казахстана на мировой арене, чтобы нас знали, чтобы уже Казахстан представляли там с другой стороны, фэшн, допустим, да. Дана, вы говорили, что вашим покупателем является мама Димаша. Это на самом деле она многое заказывает, да, у вас? Да.
А какую одежду она в основном приобретает? Она приобретает кардиганы в национальном стиле. У нас очень есть красивые коллекции кардиганов в национальном стиле. А Света Ханум очень такая хорошая, прекрасная, такая добрая личность. Я когда с ней познакомилась впервые, мне отправили, получается, видео, как она в кардигане. Ей подарили, кажется. Вот Света Ханум вас ищет, хочет приобрести такой кардиган. Она, оказывается, забыла посмотреть на этикетку. И знакомая отправляет, получается, ночью с Дубая. И на следующий день, говорит, приедет к вам в магазин. Я хорошо говорю, встречаю, как всегда, ну, как всех наших покупателей, потому что я ко всем отношусь одинаково. Встретила, показала, все понравилось. Приехали первый раз трое, кажется, с подругами или с сестрой, я точно не помню, но было трое, Съемку и да, у вас выбрали, купили кардиганы, да. кардиган. А кардиганы у вас какие, вязаные? Да, вязаные в национальном это стиле. Потом не раз Света Ханум писала и в Астане, приобретала и в Алмате, и уже на постоянной основе у нас очень хорошие отношения. Что вы подарили Димашу? Расскажите более подробно. Получается, я подарила Димашу шапан. Наш шапан как раз, когда я создала именно мужскую коллекцию. Получается, мы полетели в Майами на полгода, и в течение полугода нас приглашали в разные штаты. То есть пригласили 16 декабря 2022 года в Филадельфию на поднятие флага Казахстана. Мы туда поехали, презентовали на 2 дня. Потом обратно прилетели в Майами. Через какое-то время мы полетели в Вашингтон. Но до Вашингтона мы через Лос-Анджелес полетели. И как раз я переписывалась со Светой Ханум. Я предложила, если Димаш в Америке. Как-то вышло, что Димаш в Америке, я тоже в Америке. Я предложила, мы можем встретиться. Я бы хотела вот подарить свой шапан. И мы назначили встречу, встретились, поговорили, посидели. Прям такая хорошая встреча была. Мы только ради этой встречи полетели, встретились, подарили шапан и улетели сразу в Вашингтон уже представлять новую коллекцию. То есть вы побывали со своей коллекцией уже в Италии, в Соединенных Штатах Америки. А где вы еще бывали? В каких странах? В Великобритании, в Турции у нас показы были, у нас есть шоурум. С Кореи, в Сеуле на фестивале представляли Казахстан, в Париже, во Франции, в Берлине, в Германии, также на 30-летие Казахстана. Какая из этих, так скажем, стран больше рукоплескала вам? Знаю, что во всех странах очень хороший был фидбэк, обратная связь от людей. Где-то, ну, по-разному было, но везде очень хорошо принимали. Прям я очень рада, благодарна за это, потому что ни одна коллекция ни в одной стране просто не осталась без внимания. А в Казахстане как у вас сейчас? Вы сказали, что вы открываете новый магазин. Да, мы работали все это время совместно с Омобель, как 2 компании, потому что, ну, то есть для бренда, для дома моды нужны вложения и в финансовом плане, и энергия, ресурсы и так далее. В прошлом году в августе я решила отделить 2 направления, то есть на второе национальном стиле тоже уделить, ну, как бы внимание, средства, вложить, инвестировать, чтобы это направление, как модный дом, развивался. И в августе мы взяли помещение, начали ремонтировать. Мы ремонт только закончили, 8 месяцев прошло. Сейчас, дай Аллах, уже готовы переехать. Мы переехали частично, наш цех переехал, так как мы шьем все вручную. Это очень важно для нас. Мы перевели сперва все машинки, команду, и теперь в понедельник, дай Аллах, уже через 2 дня переезжает отдел продаж, команда. Как популярен национальный костюм в Казахстане, в Алмате в частности? Сейчас очень популярен. Раньше не было такого. Раньше, ну, приучали, можно сказать. Я очень рада, что какой-то вклад внесла, в том числе, потому что все-таки через блог, когда люди видят постоянные показы, это везде освещали СМИ,
Я очень благодарна всем СМИ, которые освещали это. Получается, и журналы, и газеты, и телеканалы. То есть мы создавали, можно сказать, тренд ношения именно одежды Made in Kazakhstan в этностиле. Сейчас это популярно. Я думаю, с каждым разом, годом будет популярнее, и это очень классно, потому что это прям подчеркивает нашу идентичность страны. Вы сказали, что вы применяете какие-то особенные технологии. Мы видели, по-моему, на Алга-Питер ведущий передачи, он носит вот эти камзолы, шапан, и я думаю, всегда задавалась вопросом, где вот он такие интересные берет модели, и современные, и в то же время в национальном стиле. Что за технологии вы применяете? Это не те технологии, которые раньше, просто это была вышивка. У нас разные технологии, как и уже в зависимости от коллекции. Сейчас мы создаем коллекции на габардине, потому что вот эти узоры, то, что на мне, я рисую вручную с командой. Мы потом оцифровываем это на компьютер. Потом мы наносим это на ткань, то есть на ткань. Выводим. У нас даже ткань эксклюзивная, своя. Она потом двухсторонняя. Можно ее носить с этой стороны, когда, допустим, я захочу, чтобы была однотонная одежда, да, верхняя одежда. А внутренность какая? Теплая тоже, да? Да, очень теплая, это кашемир, с этой стороны габардин. Она двухсторонняя, если одену наоборот, у меня только воротник будет, получается, с узорами. Мы наносим это на ткань, потом из этой ткани мы придумываем лекала, то есть модели. Я создаю модели, мы с командой это все потом шьем, реализовываем. Иногда бывает для какого-то показа. В основном мы каждый день что-то придумываем, создаем, рождаем какие-то модели. Некоторые модели прям очень, как бы в спросе, некоторые на любителя. Примерно вот так вот создается технология наша. Айдана, а вы какое образование имеете? Да, у меня образование первое юридическое, второе филология и перевод, английский, польский язык и французский. Французского потом перевелась на английский. В целом я училась в Казахстане и в Польше. Отправляли в Польшу сперва на месяц, потом на полгода. Получается, профессия у меня больше связана с хобби, можно сказать, с природными дарами от родителей. У меня отец предприниматель, у них высшее образование, инженеры, но отец предприниматель, как бы с самого детства он всегда создает какие-то проекты. Мама творческая личность. Она рисует, поет, шьет. Все, как бы такие таланты, способности нам частично, я считаю, что передалось. У меня мама шьет, бабушка с двух сторон, 2 бабушки шьют. И с самого детства я думала, что я стану журналистом. То есть я писала статьи в журналы, в газеты, в глянцевые журналы, статьи для научных книг. С самого детства, 6, 7, с 8 класса работала не штатным сотрудником в местной газете акиматовской в городе Туркестан. И всегда думала, что я стану журналистом. Хотела поступить на грант, но у меня не получилось на грант поступить. Я 2 года заочно училась, потом еще раз попробовала и поступила на грант уже на филологию и перевод английского, польского языка, потому что нас прям мотивировали, если вы на грант поступите, будете учиться. Если не поступите уже, смотрите, чтобы мы хорошо учились. В Алмате учились? Да, в Алмате уже 2-й раз в Алмате. Первый раз когда не поступила, я сдала просто документы в Талдыкурган. Я там сдавала только, получается, сессию и в основном работала в разных местах, можно сказать, это такой жизненный опыт, который, как бы сделал меня сильнее, можно сказать. А потом я сдала 2-й раз, поступила на грант, и уже начала, как бы учиться, начали отправлять за границу. И при этом у меня всегда в мыслях было создать,
Но это я думала как второе направление больше. Я стану журналистом, и у меня будет что-то связанное с одеждой. Магазин одежды, производство одежды. Больше, когда училась, мы с моим будущим супругом мы встречались тогда, общались. И у меня были каникулы, я полетела в Турцию. Он тогда в Турции работал. Он показал много компаний, у которых есть производство. Я очень этим заинтересовалась, прям подумала, почему у нас в стране, в Казахстане не сделать такое производство масштабное, красивое, там создают коллекции. Это прям очень сильно вдохновило. С этого момента я начала создавать коллекцию и пробовать продвигать. Люди начали заказывать. Вот примерно со студенчества уже я шла к своей профессии. Но самое интересное, я нашла карту желаний. Мама нашла мне карту желаний во время карантина. И там мечты 6 класса. Там был большой магазин с одеждой, шоурум, можно сказать. Вот осуществили свою мечту в детстве, когда-то думали об этом. Как у Димаша в детстве, он тоже же рисовал, то, что он в голове имел, мечтания о чем-то, он это зарисовки делал. Так и вы тоже, значит, зарисовки делали. Да. Получается, у вас дети есть, да? Сколько детей у вас? У нас 2 детей, мальчики 5 и год и 3 месяца. Вы успеваете? Аллашка. Как вы? Или Да, у вас есть помощники? как приходится успевать в целом. У нас есть няня, она 5 на 2 работает. Утром приходит, вечером уходит, приходящая. В целом, даже когда не было няни, сложно успевать дома одной, но при желании все равно я какую-то часть работы делала, пока дети спят, там еще что-то. Но в основном это няня в первую очередь для меня, потому что дома другое, когда на работе, в городе, там дела совсем по-другому. Но я думаю, что вы уже, наверное, чувствуете, что являетесь инфлюенсером для окружающих людей, особенно для женщин. Тем более пример всегда рядом с вами, неподалеку от вас. Это мама Димаша Кудайбергена, ваша собственная мама, да, ваша мама, ваши бабушки. Что вы можете сказать нашим женщинам? Нашим женщинам у меня не такой уровень, чтобы что-то говорить, конечно. Но Да. я бы очень хотела, чтобы каждая женщина себя любила, заботилась о себе, берегла себя, потому что прям меня каждая женщина вдохновляет с самого детства. Маме шила первые коллекции, маму одевала на какие-то мероприятия. Мне это очень нравилось, чтобы она была счастливой, красивой, яркой. Нравится, когда женщины хорошо относятся к себе, заботятся о своем здоровье, о красоте, слушают свое сердце, интуицию, потому что женщина, я думаю, она этого заслуживает. Всевышний дал самые тяжелые процессы женщинам, да, рождение ребенка, воспитание, очень много еще домашних дел. При этом, если женщина хочет еще реализовываться, она еще параллельно будет вести работу, творчество и так далее. Я думаю, каждая женщина заслуживает всего лучшего. Да, спасибо вам большое за то, что мотивируете наших женщин по такому интересному началу, работать и иметь семью одновременно. У вас 2 детей, вы успеваете и работать, поднимаете такой бизнес, нелегкий бизнес. Вы сами рисуете. Вы, получается, очень такой многофункционал в своем бизнесе. Вы и рисуете. Я так поняла, что вы даже сами и ремонт делаете в магазине. Но не собственными руками, а руководите ремонтом, смотрите. Да, конечно, я тут добавила очень большая роль играет в командной работе. Вначале, то есть это приходилось все самому, но самому успевать все практически невозможно. Сейчас, Аллаху шукр, у нас очень сильная команда, классные топы, руководители. Супруг всегда поддерживает тоже. Я его прошу там, к примеру, по одной части, по ремонту он контролирует, что набирает команду, которая занимается ремонтом. И у нас на работе тоже руководители, которые я с ними работаю как система наставничества, чтобы им давать, да, исходящее от меня.
они получают информацию и уже работают со своей командой. И у нас вот 5 топов примерно, каждый работает там по 5 с 10 людьми. И мы так больше успеваем. То есть главное в бизнесе, в создании бизнеса — это командная работа, да? Но Да, поначалу вы же все равно одна начинали. Вот вы говорили, что поначалу вы маме шили да, какие-то вещи, себе. Только потом, шаг за шагом, вы поняли, что можно массово шить. да. Когда уже спрос людей, ну то есть люди хотят больше, а нет в наличии, тогда уже можно увеличивать количество команды где в штате. Айдана, а вы чувствуете, что сейчас люди меняются, что у них меняются вкусы, что у них становится более утонченный вкус, что они уже начинают выбирать? Вот национальная одежда есть большое количество, они выбирают более современный вариант, более такой практичный вариант, чтобы можно было сходить на мероприятие и в то же время сходить на работу, или потом можно будет одевать вот этот костюм. Не костюм, а, допустим, вот как у вас. У вас же, можно сказать, многофункциональная куртка. Это как куртка, Да, как национальная курточка, да? Национальный костюм. да. Это получается такой короткий автоледи. Мне самой очень нравится вот так вот одеть, на работу побежать. Или вот захотела с другой стороны. На самом деле, да, тренды, ну, то есть, можно сказать, и чувствую, и изучаю, и спрашиваю наших клиентов, какие предпочтения, то есть, чтобы им тоже нравилось, какие модели нравятся, и как было бы удобно, комфортно носить. Вот и на работу, и на мероприятия, чтобы это всегда было актуально, красиво. Моя задача, чтобы это, как сказать, любимая вещь — это та вещь, которую всегда носят, чем которая висит просто в гардеробе. Моя задача сделать так, чтобы ее всегда носили. Согласна с вами. Обычно национальный костюм, казахский национальный костюм, он яркий. Его один раз оденешь, и вот он целый год висит у тебя в шкафу до следующего Наурыза или до следующего праздника какого-то. А вот вы пошиваете, получается, ну вот на все случаи жизни, как говорится. Ну Да. давайте делайте рекламу. Расскажите, где вы находитесь, по какому адресу? Мы сейчас переехали уже по адресу Розова Киева из Караева, ЖК Фою, получается, дом моды Айдана Умарова Кутюр. На первом этаже находится вся одежда ну, в этно-стиле, и базовая одежда в том числе, и мы можем шить индивидуальные заказы. Всем привет, друзья! Мы уже завершаем наш ремонт. Скоро будем вас приглашать по новому адресу дома моды Айдана Умарова Кутюр. Дай Аллах, уже совсем скоро, через пару дней, в понедельник полностью переезжаем. Первый, второй этаж у нас практически готов. То есть бывает такое, что на какое-то мероприятие я хочу что-то особенное, мы создаем полностью под ключ какое-то платье или семейный образ, к примеру, на мероприятие, или кто-то хочет для фотосессии, может быть. На втором этаже уже находится сам Скажите, ЖК Фою. Сейчас очень много людей, людно, поэтому приходите в гости, там много кофеин. к сожалению, я не смогу прийти, я сейчас нахожусь в Сан-Франциско. С удовольствием приду, как буду в Алмате. А какие у вас цены? Вот, допустим, на вас сейчас, вы сказали, она как автоледи, да? Сколько стоит такая курточка? Вот такая курточка стоит 150 тысяч тенге. Это примерно $300. А в целом у нас кардиганы начинаются от 150 примерно долларов. Есть со скидками модели за $100 примерно, 90-100 долларов. И выше, в зависимости уже от изделия. Айдана молодая, еще совсем молодой бизнесмен, предприниматель. Она инфлюенсер, потому что она сейчас мотивирует наших женщин к вот, созданию своего собственного бизнеса. А это очень большое дело иметь свой собственный бизнес. Это значит предлагать рабочие места обществу. Это значит заботиться об обществе. Я хотела бы вам пожелать дальнейших успехов, чтобы ваш бизнес процветал. Благодарю. Мы все, я думаю, что наш канал международный, и мы все увидели,
сейчас в данный момент на вас вот это изделие. И я сейчас покажу, ставлю фотографии, видео, вы еще раз увидите. Сейчас Айдана хотела привстать, да, показать еще раз. Показать? Могу. Вот. И она двухсторонняя. Очень удобная, теплая. Желаем вам успеха в вашем бизнесе, семейного благополучия, процветания. Ну и ждем вас в Америке снова. Возможно, у вас будет приглашение со стороны казахов, живущих здесь, потому что большая диаспора казахская, которая с удовольствием приобретет у вас одежду национальную. Я очень рада, буду только рада прилететь снова, представить новую коллекцию. И всегда радуюсь, когда вот наши действительно ходят в изделиях, которые вот говорят сами за себя, за нашу страну. Благодарю вас, желаю вашему каналу процветания, чтобы ее знали по всему миру. И вам крепкого здоровья, Ахмед. счастья, благополучия во всем. Хочу немножко добавить про миссию нашей компании. Да. Миссия Дома моды Айдана Умарова Кутюр – это продвижение казахской культуры и традиций по всему миру. И сейчас мы вот активно работаем над этим. Я думаю, с этой миссией, дай Аллах, мы к вам прилетим. У вас практически такая же миссия, как у Димаша Кудайбергена. Классно, я очень рада. Да, потому что все мы вот стараемся сделать так, чтобы Казахстан был узнаваем во всем мире. Димаш, вы, я делаем свою деятельность для того, чтобы в дальнейшем люди знали. Я очень большое количество людей сейчас встречаю здесь, в Америке, и мне пишут на Facebook, во всех социальных сетях, предлагаю дружбу, потому что все хотят дружить с этим каналом, потому что знать, что мы непосредственно связаны с Димашем. И я хочу сказать, дорогие друзья, призвать вас подписываться на мой новый канал, называется Димаш Дирс Сан-Франциско. Там добавлено новое слово Дирс не зря. Теперь я хочу делать такие кругосветные путешествия, чтобы встречаться с Дирс по всему миру. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш новый канал. Классно. Нашей программой является Student Visa America. Дорогие друзья, если вы хотите приехать в Соединенные Штаты Америки не на несколько дней, не на полгода, а находиться здесь месяцами и годами, пожалуйста, для этого существует студенческая виза. Обращайтесь в Student Visa America. Все, дорогие друзья, хотела бы с вами попрощаться, сказать спасибо, поблагодарить еще раз Айдану. До свидания. Сау болыңыз.